Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию. Я там в ролике по авточес спойлерил немножечко о том, что сегодня в 6 часов по киевскому времени выйдет еще один ролик. И вот он, вот он. Я хочу попроходить множество сюжетных игр и, скажем так, разбавить немножко духоту авточес. И... Честно, мне самому хочется немножечко так расслабиться в сюжетных играх, все-таки покайфовать, не пытаться потеть, видеть эту мету и тому подобное. Короче, ребят, все. Ролик будет длиться по 40-45 минут. Надеюсь, вам будет интересно. И я хочу от вас получить полноценный фидбэк по поводу того, как вам интересно, весело и тому подобное, и так далее, и так далее. Вот смотреть мои прохождения игр. Решил я начать с Alien Isolation. Это хоррор, довольно-таки старый, но на самом деле хоррор вот такой, вот просто лайк. Сразу хочу сказать, я в него играл больше 2 лет назад, и единственное, что я помню, это то, что здесь дико страшно. И еще хочу, кстати, предупредить, будет много нецензурной брани, потому что проходить сюжетные игры без нецензурной брани будет как-то, ну, скудненько, скучновато и все такое. Как вы могли заметить, на моей шее сейчас висят наушники. И это не просто так, если что, это для того, чтобы полноценно погрузиться в эту игру. И если вы хотите так же, как и я, погрузиться в эту игру, я вам тоже рекомендую надеть наушники. Так, все, таймер запустили, поехали. Поехали погружаться. Так, все, немножко, конечно, убого я выгляжу, но как, ладно, немножко, обножко я убого выгляжу на экране, на вебке, но, в принципе, плевать, да. Так, ну я думаю, нет смысла как бы вам показывать о том, что графика тут у меня все на максималках, тут все дела такое, ну и так понятно. Так, настройки я зашел случайно. Настройки я заходил для того, чтобы посмотреть настройки звука. Кстати, напишите мне в комментариях, насколько слышно игру хорошо, насколько слышно меня. Потому что я буду все эти звуки корректировать, потому что для меня я слышу все более-менее хорошо, отлично, шикарно, потому что я в наушниках. Но может кто-то с динамиков и тому подобное. Короче, ребят, дайте полноценный фидбэк. Звук, качество подачи и тому подобное. И не будем тратить время, потому что я уже целых 2 минуты базарил. Поэтому погнали. Погнали. Так, играть. Alien Isolation. Начать игру. Испытание сложное, но шанс выжить есть. Начало отлично, мне нравится. Низкое, чтобы повысить вероятность выживания. Минимальное, описание минимальное, зачет. Давайте так, я сначала поставлю, наверное... Блин, ну хочется как бы поболтать, а не проходить игру чисто на очке, постоянно сидя в шкафу, поэтому я сначала поставлю сложность низкую. Как бы... Хочется сюжетик посмотреть, хочется пообщаться, поржать, и не хочется сидеть, знаете, в шкафу 30 тысяч часов. Так, двигайте ползунок до тех пор, пока логотип Сиксон не будет виден на черном фоне. Во. До этого вообще не было видно. Терминары. Вечно прятаться невозможно. Это я помню, да, там жопа горит дико. Так, время идет, время идет. Так, ну где? Хорошо проработанный сюжет. Sega Presents. А можно это будет скипнуть? Блин, я просто боюсь, что я пропущу сейчас... Последнее сообщение с коммерческого борта Нострома. Угу. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Угу. Все остальные члены экипажа. Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас. Вот это пауза! Погибли. Честно, мне уже стрёмно, аж Корабль мурашки по коже. Уф. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Боже, как же стрёмно. Но на самом деле, проходя эту игру, я помню, что я очень сильно захотел пересмотреть «Чужого». Поэтому, блин, я уже предвкушаю вот эти вот все эмоции, которые я получил при первом прохождении. Уф. Рипли? А что это было за сообщение в начале игры? Из Вейланд Ютани. Да похуй на тебя вообще. Мы напали на след вашей матери. Не, ну это 100% меняет дело.
Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Нострома. Где? В системе Дзеты созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база Да снабжения. знаю я. Транспорт есть. Она что-то ему Через вообще не 2 дня рада. туда отправляется курьерский корабль Торренс. На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Ну так, решил напомнить, что она тоже участвует в его команде. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе. Честно, вообще не помню, о ком она, о ком он говорит вообще. Как она связана с этим кораблем? Не, ну в начале сообщения там было, она оставила какое-то сообщение, что там ну, вся его команда умерла, осталась только она. И я вообще не понял этого сообщения в начале, я как-то... Вообще не понял. Короче, а ну-ка, ребят, напишите мне в комментариях по поводу этого сообщения. Что это было за сообщение, почему оно было в начале, и почему я сейчас играю за Рипли, если вся его команда... У меня есть 1000 вопросов, на которые я хочу получить ответ, но сразу говорю, ребят, без спойлеров в комментариях. Так, пожалуйста, войди в меня. Ой-ой-ой, какая-то сенса дикая. Так, Рипли, добро пожаловать. Смотреть Торренс. Так, ага, хорошо, так. Ой, какой петушок. Так, что тут можно плутать заранее? Одеться. Вот это вот миссия. А где моя одежда? Где моя одежда? Вот это? Не, ну это тапочки. Тапочки. Капти хотел сказать. Где моя одежда? Вот шкафчики. Вот это. Вот это все. Вот. Ну тут, судя по всему... О, да. Все. Так, вот это что? Что это у нас такое? LM Link. Вот это компы. Личное дело. Только что разминулись с тобой. Верлен, тебе ведь нужен был штурман. У меня тут друг остался без корабля, и он ищет работу. Я могу за него поручиться. С бумагами у него порядок. Все как обычно. Корпорации его выдавили, отобрали всех клиентов. Мелкие компании все труднее разжиться контрактами. Я сам подумаю о том, чтобы выйти из бизнеса. Пока еще есть что продавать. А у тебя дело вроде в порядке. Я заходил в доки, мне сказали, что вы только отчалили. Станция Севастополь. Ну и дыра. Зато, говорят, в Вейланд-Ютоне хорошо платят. Ну, удачи тебе. Как говорится, разбираться бесполезно, поболтаем, когда вернешься. Блейн. Кстати, сразу хочу вас спросить, ребят, в комментариях мне напишите по поводу вот этих вот сообщений. Либо же я их просто буду скипать, и вы будете их читать. Ну, ставить ролик на паузу и будете читать. Либо же мне лучше вот так вот их читать, озвучивать и тому подобное. Так, где моя одежда? Так, одежда, хорошо, давай сюда. Для дебилов написано Рипли. Естественно, тут ее одежда. Так. А это что у нас такое? О, ну да. В одежде помыться. Ну, в принципе, это современные технологии, понимаете? Оделся, потом помылся. Это что у нас? Да боже. Ладно, я пока это все лутать не буду, это весь хлам, как и написано там. Пока он мне не пригодится от слова совсем. О, можно костюмчик одеть. И выпрыгнуть. Нахрен. Куда мне? Сюда мне. Куда мне? Сюда мне. Так, что у нас тут? Опа. Тот, которого она сильно не взлюбила с самого старта. Мне аж интересно, Встали почему. пораньше, Сэмюэльс. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе.
Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настромо. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Откуда ты, блядь, достал его? Что ты тут кликаешь? А это что? А как бегать? Ладно. На самом деле, вот ты вот ходишь по вот этому кораблю, и какая ностальгия тебя накатывает, вот серьезно. Мне вот после такой игры аж хочется снова пересмотреть Чужого. Все так классно продумано, графика тоже на высшем уровне на самом деле. В каком году эта игра вышла? Ну, по-моему, графика просто шедевральная. И атмосферка прям тоже бомба. Я, блядь, по кругу хожу, да? Ну, идиот. Как бегать? Это приседать. А что бегать я не могу? Ладно, по всей видимости, не могу я бегать. Так, мне сказали... Доброе утро, Тейлор. Привет. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно А, не ага. доброе. Извините. А Мне ты у нас из разряда пессимистов, да? Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. У тебя Я рот удивлена, что в компании решили рассинхронизировался. отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад. И вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. Вот зачем Вы мне с это Эдвинсом Рипли. видели? Он наверняка уже давно на ногах. Там, по-моему, не спал, судя по всему, весь анабиоз. Им было плевать как-то на этот анабиоз. Экипажу явиться на мостик. Подходим к Севастополю. Ща приду. Вот и добрались. Короче, вот почему Рипли так заинтересована. У нее мать пропала на Нострома, и Севастополь связан как-то с Нострома. Прикольно. Здорово. Боже, как ты пропито выглядишь. Ты тоже не спала весь анабиоз, да? Бухала, 100%. По глазам вижу. А куда мне, блядь, подойти-то? Надеюсь, вы отдохнули в пути. Ага. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. А я думал, ты Зато колдырила теперь все это время, купилось. Вы сказали... а не мы чинила. подъедем к Куда мне, блядь, сесть? А. Севастополю. Сейчас будет стыковка. Надо Вам посмотреть ведь эту там нужен катсцену. начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь. Блин, быстрее. так время Мы пролетело. ненадолго, туда и обратно. Конор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора Ля-ля. здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Спасибо. Забрать текст брифинга. Мгм. Можно взглянуть. Включи А ты что мониторы. делаешь? А, мониторы Станция выключены. Севастополь. Вот это вот качество. 4К сразу видно. Full 4К, там Это что? 60 FPS. Что-то случилось. Ну-ка, Да? приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Как на этой картинке можно хоть что-то разобрать? Печалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из 3 человек от компании. Компании Вейланд Ютони. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Мы никого не знаем. Повторим. Алло, сэр? Сэр, это Честно, у меня аж в наушниках рыпеть начало, как будто.
Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. А что такое у него? Он сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, максимум. Вернемся гораздо раньше, капитан. О, я бы так не говорил, Сэмюэльс. Не раньше суток мы точно не вернемся. Не входит в мои обязанности. Ой, закрой ебало, а. Не бойтесь, просто делайте. Ты мне уже не нравишься с самого старта. Ноешь и ноешь, ноешь и ноешь. То из-за набиоза проснулась не очень, то у тебя в целом хуёво. Просто закройся. Не мешай. Дай насладиться открытым космосом. Господи. Эффекты, конечно, по-моему, громче, чем Сэмюэлс, вы тоже. озвучка. Ага. Гениально в открытый космос идти, да? А как они туда доберутся, если шлюза нет? Что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. А вы тормозили, типа? Тейлор, Рипли, держитесь! Ой, кому-то пиздец. Ауч. Ну да, и она после этого в сознание, прикиньте. Вы прикиньте, с какой скоростью она ударилась об эту конструкцию, и она в сознании еще осталась. Она как минимум должна себе хоть что-то поломать была. Ну, либо я этого так сильно хочу. Зато быстро как бы добралась до Севастополя, получается. Я бы сказал бы моментально. В шлюз залетела с двух ног. В прямом смысле этого слова. О, теперь начинается экшен. Он там, Сэмюэльс, говорил, что вернемся раньше суток. Конечно. Фух, это скафандр, я уже думал, что меня кто-то будет встречать. Это ж начало игры, можно не надо, пожалуйста? Стрёмно. Куда мне идти? А, понял. Карта шик. Бля, можно не надо? Можно я назад пойду? Если рядом враг, терминал вас предупредит. А как он будет предупреждать? Орать типа будет или как? Конечно, перезаписать. Сохраняться я в этой игре буду чуть ли не каждые 3 секунды. Так, shift бегать все-таки. Что у нас тут? Какие... Проработка звуков для годов этой игры на высшем уровне. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Меня ж вначале не должны напрягать, правильно? Ну, писнул немножко. Ну, бывает, чуть-чуть. А как фонарик включать? А, фонарик у меня, наверное, нет еще. Прошло всего лишь 20 минут, а я уже на таком очке. Хотя я только попал на эту станцию. Но игра хорошо проработана. Будем объективны. Очень хорошо. Не, ну по идее же не должны меня со старта напрягать, реально. Так, войти в терминал, что у нас тут? Так, сейчас, а как быстренько?
Короче, поставите на паузу, прочитайте вот это вот, потому что как-то очень долго колесиком вот это крутить-вертеть. Может, тут в комментариях мне напишешь, как можно крутить быстрее. Да, ладно, я себя чисто накрутил, и из-за этого мне так стрёмно, поэтому не буду пока что накручивать себя заранее. Нормально такой так прилет, да? Полет хорош, 10 из 10 ставлю. Зараза. Чисто Ведьмака копирует. Так, Q, Fire. Использовать. Ага. Тут станция сама по себе сейчас развалится через 3 секунды уже. Зачем мы на нее вообще попали? Зачем она нужна? Куда иду, непонятно, зачем иду. А можно тихонечко? Ну, можно без звука, пожалуйста. Вы слышали? Эта тварь уже здесь. Это все из-за того, что вот этот пандус, когда я опускал, случилась сигнализация. Потише, блядь, можно? А иди нахер, закройся. Мне и так стрёмно, у тебя еще и радио работает. Эй, есть тут кто? Да, как видишь, ты и я. Это типа станция Севастополь, да? Монумент возвели. Так, ага, карта обновляется автоматически с помощью вот этой вот дичи. Это хорошо. Игра такая темная, как... На самом деле это прикольно, то, что игра такая темная. Так. Не, игра обалденно проработана, мне очень нравится. Я снова кайфую от этой игры. Вообще ничего не помню, но это круто. А ты потише, можешь запускаться как-то, пожалуйста? Слишком громко. Так, наша заначка в другом месте. Лэнгли, заначку нашу не ищи. Я ее перепрятала. Ты ее оставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось? Я спрятал ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь. Код 0340. Не волнуйся. Туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончились лекарства. И воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее обращаться с добычей. Там еще было. Я случайно вышел. Я случайно. А вот и мини-баг, прикольно. Ну, это компьютер старенький, поэтому он так долго грузился. Ну что ж, Сиксон говорит до свидания. Объявление. Вывод станции Севастополь из эксплуатации. Вместе мы преодолели длинный путь, но он подошел к концу. Компания Сиксон благодарит всех, кто жил и работал на станции Севастополь. Надеемся, мы смогли сделать ваше пребывание здесь приятным и продуктивным. Мы много сил вложили в эту станцию и всегда верили в ее потенциал. Система Apollo и Android компании Sixon продолжит работу, пока станция не будет полностью демонтирована. Мы желаем вам всего наилучшего. Севастополь. Это не просто станция, это люди. Корпорация Sixon. Харрис, Тернер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. О, сохранялка. Так, это то, что нужно мне. Как я уже говорил, я буду миллиард раз сохраняться в этой игре, потому что эта игра этого требует. Понимаете? Это не я так хочу. Эта игра этого требует. Вы слышали? Эта тварь где-то надо мной уже ходит. Я только на станцию прибыл, а ты меня уже душить собираешься.
Получен чертеж. Смотреть в меню. Потом посмотрю. Так, аптечка. Что тут случилось? Блять, мать, не спрашивай, сам не знаю. Были бы у меня ответы, я бы вообще на эту станцию не приходил никогда в жизни. А мне надо. Я с тобой. Не бойся. Не бойся, я с тобой, все будет в порядке. Раз я с тобой, то все будет вообще замечательно. По крайней мере, я себя так утешаю. Зашел в эту игру снова. Стремная игра, да просто опупение. Пройти в терминал, найти помощь. Чтобы знать, где этот терминал, как туда попасть. Ну, понятно, надо вокруг. Я же надеюсь, я бегать пока что могу. Аж в горле пересохло. Нет, для такой игры мне по-любому надо успокоительное какое-то. Торренс. Хренонанс, он меня напугал. Меня все в этой игре пугает. Я здесь, Верлен. Да-да-да, кричи погромче. Тебя же все сейчас услышат. Абсолютно. Ори, прям по полной программе. Ага. Твою ж мать. Такое ощущение, что если она будет орать, она бы 100% услышала. А что-то типа оружия можно? Не, ну я ж не думаю, что меня прям вначале будут сейчас на атомы разбирать. Не думаю. Капец, время нереально быстро летит. Мать моя женщина, что это было? О, сохранялка. Это то, что мне надо. Все, и, ну... Симулятор сохранения и сидение в шкафчике. Так, кислород перекрыт. Зоя, извини, но со следующей недели ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами, и теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо не только у нас, судя по всему. Станция приносит одни убытки, от нее решили избавиться. Продадут на металлолом. Наверное, я разговаривал с одним инженером. Он сказал, что скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест. Попытай счастье в другом месте. Всем сотрудникам космопорта, всем работникам космопорта в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции будут отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы сообщим. Понятно. Что такое Пола? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixon и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, вы в надежных руках. Sixon вместе к светлому будущему. Если я правильно помню, то Sixon это какая-то компания ублюдков. Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Неплохо люди. Молодцы люди.
Честно, был бы я на месте Рипли, я бы... Ноги в руки и до свидания. Я бы сюда не пошел. Тут так стрёмно, что ну его нахер. Не понял. А как тебе активировать? А, вот как. На самом деле, мне кажется, надо игру как-то немножко тише сделать. На самом деле, мне кажется, надо игру как-то немного тише сделать, а звуки персонажей громче, иначе вообще плохо слышно. Да мне может кажется. Короче, ребят, от вас фидбэк в комментариях, что скажете по поводу того, что нужно громче сделать или тише. Не кашляй. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блять. Иди ты... Фух, это он бежит. Я уже думал, что-то на меня бежит. Было бы жестко, знаете, что он бы меня так люто подставил. Пробежался, за мной бы чужой потом побежал. Это было бы подстава бы века. Нихера себе здесь трупаков. Куда мне? Я куда-то иду, куда непонятно, куда иду. Там дверь открыта, это что у нас? Это дверь закрыта. Наверняка впереди выход. Ага, нужен только специнструмент. Тут что-то подсвечивается, что у нас тут? Я отключил последний источник питания. Или нашел. Пойдем туда. Когда закончишь. Мне осталось починить затвор, и можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на скамейках. Уже шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее. Честно, я сам своей тени буду скоро бояться. Тут же мне никто, надеюсь, не встретит. Пожалуйста. Это реально симулятор сходить под себя. Если у кого-то проблемы с туалетом, то, ребят, мир... Согласно директиве 33Б, Ты, блядь, потише можешь включать вот эту всю херню? Зачем вот эта вся озвучка сделана? Ты смерти моей хочешь? По-моему, от этой игры у меня появится седина. Отвечаю. Давно не было сохранения. А это точно чужой был. Это его звук. Ублюдок. Мать. Я в ахуе. Тут, блядь, все закрыто. Куда мне идти? Надо немножко тише себя вести, а то как-то, ну... Стрёмно. Очень стрёмно. Так, ладно, я питание включил. Куда нам дальше? Так, тут тоже что-то... И я не так... Я как-то... А, ну да, тут тоже надо дверь открывать. Ладно. Блять. Это что, блядь, было? Я бы, если бы вебка могла передать, я бы вам показал бы свою руку. Там чисто столько мурашек, сколько, не знаю, в жизни не видели. Пошел нахер, маршал. Вот что на стене написано. Так, опа. Сохранение, это то, что надо. Сохранение я люблю. Сохранение, это хорошо. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля.
Ля, смотрите. DLSS в собственном соку. Хотя у этой игры нет DLSS, насколько я знаю. Но отражение четкое. Понятно, здесь ничего. Зачем зашел сюда, непонятно. Опа. А это кровь. А это вода. Понятно, так тут ничего. Я думал, тут что-то есть, а тут ничего нет. Угу. Черт. Слушай, а мне нравится, как он так лежит. Неплохо, выглядит комфортно. У него, кстати, все то, что мне надо. А я так не хочу туда лезть. А придется. А придется. Хочу этого или нет, но игра меня заставляет, даже если я не хочу. Атмосферная очень игра. Вот сделали шикарную игру. Я очень жду вторую часть. Вторая часть вообще сочная будет, я думаю. С новыми технологиями, с DLSS, все как надо. С шикарной проработанной графикой, я думаю, там вообще просто будет пушка. Так, отлично. Я хочу подать жалобу. Ага. Жалобу эту Ты уже подал свою жалобу. Смотри, как ты выглядишь. Ну, не престижно. большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Угу. Уотсон! Понятно. Жалоба, короче, такая. Я Мгм. жалуюсь на службу безопасности. Угу. Вообще-то они должны нас защищать. Угу. Это их работа. Угу. К нам на станцию пробралась какая-то хрень. Угу. Ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери заперли. Спрятались и сидят. Угу. Люди. Мне страшно. Это капздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже. Как цуцик. Мне жалко его стало немножко. Так, я вот это вот на превьюшку соберу. Сейчас я заберу у него сначала инструмент, а потом заберу... Мне это нужно Фи. больше, чем тебе. Но тут она права. Так, как бы тебе взять так на превьюшечку? Вот так вот, я думаю. О, красавчик, да. Замечательно. Так, убрать затвор. Как мы там делали? Ну-ка, ну-ка. Ага. И... все, понял. В принципе, легко. Наставляли вот этих вот затворов, и теперь хрен пройдешь. Сами себе сделали только хуже с этими затворами. Зачем они это делали, непонятно, если чужой по вентиляциям ползал. Что за звук? Так, ну я сюда заходить не буду, там ничего такого полезного для... Что за звук? Что начинается? Злись! Так, ну все, я сохранился, значит, я бессмертный, правильно? Правильно. Вы слышали же этот звук? Мне же не показалось. Он где-то здесь, он где-то рядом, понимаете? Он прям дышит в затылок. Опа, сюжеточка, значит, что произойдет? Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Ни хрена себе, где револьвер взял? Ладно, ладно. Я тоже хочу револьвер. Дай сюда его. А ну-ка, ёбни его своим инструментами, забери револьвер. Вон, смотри, какой у тебя отбойный молоток есть там. Я Рипли. И Лох. откуда ты, Рипли? С корабля. Это револьвер, да? Кораблей тут нет. Да ладно. Ну, я рад слышать, потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Да ладно. Дамочка,
Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Интересно, кто же это? Тебе такого и не снилось. Мы-то с вами знаем, И кто а же? он-то не знает. Убийца. Ясно? Ясно. Я так понял, Лысый, ну, все, туда уехал. Мозгами на Как бигрень. тебя зовут? Лысый? Аксель, Мы как шли рыба через какая-то, открытый по-моему. космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Как он тебе поможет? Он даже свои волосы не смог уберечь. В смысле? Мне-то что за радость? Не ори, сука. Возьмем на корабль. Как она воспряла, видели? Сразу грудь выпряла такая. Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Держи. Сегодня твой счастливый день. Да ладно. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Угу. Пошли. Хорошо, сейчас пойдем. А ну-ка, дай я тебя... Я лучше тебя на прыгюшку заберу. Вот, ой-ой-ой. А ну-ка, открой глаза пошире. Какой ты красивый. Давай, я не намерен тут долго торчать. Ебрище, стули свою. В общем, пора заканчивать. Пора заканчивать, потому что уже 40 плюс минут. Надо заканчивать, естественно. Для первой серии, я думаю, в принципе, неплохо зайдет. Жду от вас полноценный фидбэк в комментариях, естественно, по пунктам всем, которыми я перечислил в начале. Это насколько вам понравилась моя подача, комментирование, в целом, насколько было интересно, весело и все такое. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен в описании, в комментариях, а также у вас на экране появится QR-код. Всем удачи!